последних сериях аниме «Боевой континент 2», как обычно, многое вырезают. На этот раз битва Хо Юйхао с Ван Цюэр и слегка пикантный момент. Ставьте лайк в начале и приятного просмотра. Это был поединок между Хо Юйхао и Ван Цюэр. Оба находились в домене «Снежный танец предельного льда», созданном Хо Юйхао, который постепенно снижал температуру арены. Атмосфера становилась все более напряженной, зрители начинали чувствовать дискомфорт от холода. Несмотря на шутки среди наблюдающих за поединком, напряжение нарастало. Хо Юйхао, используя свою технику, аккуратно и постепенно приближался к Ван Цюэр. Он стремился атаковать ее с помощью своих уникальных способностей, в частности, предельного льда, сосредоточив все на одном мощном ударе. Однако Ван Цюэр интуитивно ощутила угрозу. Когда Хо Юйхао собирался нанести удар, она резко отреагировала, используя свое копье Золотого Дракона для защиты. Благодаря своим способностям она смогла парировать атаку. Тем не менее, Хо Юйхао не отступил. С помощью своей скорости и точности он вновь атаковал, нанося удар в талию Ван Цюэр. Несмотря на мощную защиту Ван Цюэр, она ощутила на себе мощь Ледяного Императора, которая воздействовала на ее тело через клешневый захват. Хо Юйхао, понимая, что у него не будет второго шанса, с помощью особой техники удлинил свою руку и все-таки нанес точный удар в грудь Ван Цюэр, использовав ладонь императрицы. Этот удар вызвал мгновенное замерзание ее сердца, что привело ее в состояние, близкое к параличу. В конце концов, хотя Хо Юйхао одержал победу, ему пришлось немедленно приступить к лечению Ван Цюэр, поскольку ее жизнь оказалась под угрозой из-за замороженного сердца. В тот момент, когда Хо Юйхао находился в бою с Ван Цюэр, напряжение между ними достигло предела. Они оба были чрезвычайно сильными бойцами, и Ван Цюэр представляла собой серьезного противника для Хо Юйхао. В разгар их схватки, используя свою тактику, Хо Юйхао применил свои способности контроля, чтобы обезвредить Ван Цюэр. В целом, Хо Юйхао заморозил не руку Ван Цюэр, а зону в области сердца. А потом и еще пришлось прикоснуться, чтобы извлечь силу льда. Выглядит это, конечно, слегка комично. В процессе его рука случайно оказалась на ее теле, и он почувствовал под своей ладонью некий выступ. Хо Юйхао пришлось размораживать сердце Ван Цюэр и для этого прикоснуться к ней. Его движения начали замедляться, так как он осознал, что произошло. Ван Цюэр заметила его замешательство и, холодно пробормотав, задала вопрос. «Приятно трогать?» Хо Юйхао, искренне не желая провоцировать конфликт, спокойно ответил, что после ее размораживания ощущения действительно были приятными. Он убрал руку, однако это не помогло улучшить ситуацию. Реакция Ван Цюэр была молниеносной. Она закричала на все поле и с яростью выкрикнула его имя. «Хо Юй Хао». После этого ее нога, как хлыст, взметнулась в воздух, и ударом она отбросила Хо Юйхао прочь, как пушечное ядро. Этот удар был настолько силен, что Хо Юйхао улетел на значительное расстояние, оказавшись далеко от точки боя. После этого снежинки, которые окружали поле, исчезли, а маленькая снежная дева, которая наблюдала за схваткой, выглядела ошеломленной. Ее взгляд следил за тем, как Хо Юйхао пролетал через арену, прежде чем она поспешила за ним, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Тем временем Ван Цюэр стояла на месте, ее фигура дрожала от эмоций, а слезы начали появляться на ее глазах. Она выкрикнула: «Все, что ты умеешь делать, это издеваться надо мной!» После этих слов она топнула ногой по земле, создав очередной кратер на арене духовных дуэлей, и мгновенно исчезла во вспышке золотого света. Хо Юйхао, которого удар Ван Цюэр отбросил к товарищам, находился в бессознательном состоянии. Этот удар был сильнее, чем предыдущие, и даже несмотря на то, что он успел заблокировать его руками, силы Ван Цюэр было достаточно, чтобы сбить его с ног и лишить сознания. Ван Цюэр продемонстрировала невероятную силу, победив Хо Юйхао практически одним ударом, как ранее сделала с Цзи Цзюйчэнем. Ее мощь заставила его задрожать, несмотря на его привязанность к ней, ведь она недавно спасла его жизнь. Кстати, после этого случая Ван Цюэр пришла к Хо Юйхао выяснить произошедшее. Однако Хо Юйхао спешил к источнику льда и огня. Он говорил Ван Цюэр, что сейчас занят, но она не хотела его отпускать. Таким образом, они вдвоем направились в закатный лес. Большое спасибо за просмотр. Как вы думаете, почему в аниме так мало уделяют внимания Хо Юйхао и Ван Цюэр? Подписывайтесь на канал и всем пока.